Здравствуйте, близнецы! Сегодняшний таро-прогноз мы делаем для вашего знака зодиака. Расклад, который вы сейчас увидите, общий для большого количества людей. Но я надеюсь, что большинству из вас, смотрящих это видео, этот расклад подойдет, понравится и будет перекликаться с той ситуацией, которая происходит непосредственно у вас. Пишите ваши отзывы, оставляйте комментарии, буду очень рада прочитать их. Не забудьте подписаться на этот YouTube-канал, если вы еще этого не сделали. И также, в принципе, можете поделиться этим видео с кем-нибудь из ваших знакомых близнецов, если вы считаете, что им этот расклад подходит и подходит к той ситуации, которую они сейчас проживают. Итак, близнецы, расклад, который вы сейчас увидите, это расклад на двух колодах, как я обычно это делаю. Первая колода у нас основная, вторая колода дополнительная для уточнений или разъяснения основных карт. Третья колода, которую вы здесь также увидите сейчас, я ее перетасую перед вами, это оракул, который позволит нам какое-то напутствие вам дать на эту неделю, возможно, какой-то совет, может быть, какую-то общую энергетику этой недели для близнецов. Оракул в таком холистическом настроении, да, и он в основном показан в виде цветов, каких-то фруктов или овощей, и мы посмотрим по этому оракулу, соответственно, что вам ждать от этой недели, также, что они вам посоветуют. Итак, давайте посмотрим, что же происходит у наших близнецов, у воздушного знака зодиака. Близнецы на неделе с 10 по 16 августа. Какие карты вам сегодня выпадут? Сейчас еще немножечко перетасую эту колоду. Близнецы. Итак, начнем мы с основной колоды. Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота и воскресенье. Что здесь у нас есть? У нас есть первая карта, десятка мечей. В дополнение к ней здесь же выпадает карта правосудия, карта справедливости. О чем говорит нам такое сочетание? Ну, в целом-то десятка мечей, которую вы здесь видите, это карта, которая в любом случае говорит о том, что завершается какая-то для вас стрессовая или, может быть, не совсем простая ситуация. Вместе с картой правосудия, возможно, она касалась какого-то конфликта, выяснения отношений, возможно, каких-то бумаг, которые нужно было подписывать. Здесь происходит неизбежный такой, но справедливый для вас по правосудию финал. И здесь можно говорить о том, что здесь какое-то как справедливое наказание, может быть, для виновных, и как окончательный приговор, который невозможно отменить. Но кто-то получает по заслугам. Да? А также здесь можно говорить о какой-то точке невозврата, когда вот что-то окончательное произошло, и вот решается какой-то вопрос, там подписывается, или что-то касаемо документов решается, знаете, и вот как последняя подпись делается. Может быть, здесь вы готовы закрыть какой-то проект или закрыть какое-то дело подписанием, опять-таки, бумаг каких-то, или отказаться от какого-то контракта, какого-то там, может быть, да, предложение, которое к вам приходило и которое нужно было обдумать, взвесить. Возможно, вы по карте десятка мечей поняли, что что-то вам там не подходит, допустим. Но в целом, может быть, даже и конфликтная ситуация, где вы находитесь в состоянии отчаяния, потому что ну, вот с кем-то возникает разногласие. Вы пытаетесь доказать свою точку зрения, спорите, объясняете, там бьетесь, как рыба об лед, да, что-то вот доказываете. И, соответственно, вот такая здесь обстановка может быть, и вы испытываете из-за этого стресс. Дальше туз жезлов. Карта очень решительных таких новых каких-то начинаний в вашей жизни. Выпадает она здесь с семеркой пентаклей. И вот здесь такое интересное сочетание, потому что туз жезлов, который говорит о
необходимости, как будто бы и желание что-то такое вот для вас важное здесь начать. Туз жезлов, может быть, вы здесь полны силы, энергии, каким-то действием. И вместе с семеркой пентаклей здесь может речь идти о том, что вы стараетесь здесь, вот чтобы воплотить какие-то идеи в вашу жизнь, оценить в принципе, да, сколько от вас это потребует усилий, то есть разобраться сначала, сможете ли вы столько инвестировать сил, времени там, или денег в этот проект, но для вас это может быть какое-то также долгожданное воплощение идей, то есть что-то начинается новое, потому что вы долго к этому шли, долго к этому готовились, долго на это настраивались, может быть, вы терпеливо к этому шли, соответственно, да, и здесь у вас появляется наконец-то возможность это начать делать. То есть какой-то старт важного для вас дела после того, как вы много уже вложили времени или каких-то ресурсов в этот вопрос. Здесь, может быть, была какая-то пассивная фаза, какие-то разговоры, обсуждения до этого, а потом вот здесь вот наконец-то какой-то переход идет к активным действиям. То есть что-то здесь наконец-то начинает происходить по тузу жезлов, то есть какие-то действия и понимание, куда нужно направлять свою энергию для того, чтобы это деревце выросло, дало хорошие плоды, хороший результат. Здесь может быть необходимое, там, допустим, карта семерка пентаклей — это беременность, допустим, принятие решения о том, чтобы зачать ребенка, допустим, да, карта туз жезлов — страсть, новое начинание, готовность это сделать тоже как вариант может быть. Может быть, какое-то сообщение ожидаемое приходит к вам, или вот что-то такое ожидаемое, что вы ждали, и оно будет таким толчком для действия также. Карта шестерка пентаклей — это карта помощи, взаимопомощи, может быть, какого-то взаимного обмена, который вы здесь получаете, потому что шестерка пентаклей, она говорит о балансе в этом вот круговороте. Я даю и получаю, соответственно, да, то есть вы здесь что-то готовы отдавать, если вы будете получать что-то в ответ. И, соответственно, если вы что-то здесь получаете, тоже от вас ожидается какая-то отдача. И вместе с десяткой пентаклей, которая здесь также есть, это может касаться ваших, допустим, близких, вашей семьи, возможно, какая-то помощь вашим детям или там, вашим родным, вашим родителям, не знаю, но в любом случае здесь речь идет о финансовой стабильности, о щедрости, которую вы к ним проявляете, в принципе, о семейном благополучии, о том, что вы получаете какие-то хорошие, заслуженные вами результаты. Помогать можете близким, можете получать наследство, что-то получать от близких или в работе даже получать какую-то, там, не знаю, выплату вашу, и она дает вам ощущение стабильности материальной. Может быть, здесь речь о каком-то успешном там семейном бизнесе, потому что все-таки акцент здесь еще на семью делается. Хотя, в принципе, десятка пентаклей, она не предполагает именно семью как таковую. Она в целом говорит о финансовом благополучии. Да? Просто для многих людей семья — это тоже как достояние, как гордость, как что-то очень ценное. Поэтому очень часто изображается на десятке пентаклей семья. Но изначально вот в колоде Таро, когда она создавалась, не было вот акцента на семью по десятке пентаклей. Это же не десятка кубков, правильно? Это десятка пентаклей. То есть здесь может быть как возможность, не знаю, как что-то получать, потому что вы это заслужили, заработали, или здесь какое-то как получение чего-то материального, когда вы что-то покупаете, может быть, для своего дома или семьи, или здесь, может быть, вы выплачиваете аренду за жилье, да, вы живете в каком-то съемном жилье, но вы платите там, допустим, своему арендодателю деньги в этот день. Вот какой-то такой может быть момент. Но в целом, если мы говорим вот про отношения, то здесь гармония, поддержка друг друга, прочные отношения, прочный союз, какое-то взаимопонимание, готовность заботиться друг о друге. Здесь такой очень хороший момент, хорошее сочетание таких вот карт. Следующая карта, которая здесь у вас есть, это карта королева кубков, тоже прекрасная, говорит о чувствах, говорит о умении проявлять свои чувства, говорить о своих чувствах. Карта замечательная, тут же еще и туз пентаклей у вас тоже есть. И вот эта королева чаш может говорить про общение с водным знаком зодиака, это раки, рыбы, скорпионы, может говорить о том, что вы что-то делаете здесь, но оно очень для вас чувственное, эмоциональное, вместе с тузом пентаклей,
соответственно, которые здесь также у вас есть. Может быть, это какой-то вопрос, который касается очень в отношениях сильной привязанности, которая переходит в очень прочный союз, в надежный союз, когда вы заботитесь друг о друге, доверяете и чувствуете материальную поддержку со стороны другого человека. Может быть, вы здесь кого-то поздравляете с чем-то и даете пентакль, даете какой-то подарок. Да, поэтому вот такой момент в отношениях. Возможно, здесь речь просто о стабильном доходе в работе, потому что вы делаете то, что вам нравится. То есть вот здесь вот вы получаете прям моральное удовлетворение от того, что вы делаете, и хороший результат за ту работу, которую вы делаете. Или какое-то вот важное начинание происходит здесь, которое вы делаете с чувством, с любовью, потому что вот вы уверены в этом вот вашем действии. И по тузу Пентаклей видите в этом хорошую перспективу. Карта страшного суда для близнецов — это ситуация, когда что-то переворачивается с ног на голову. Возможно, здесь вы сталкиваетесь с ситуацией, где нужно принять какое-то важное решение, потому что страшный суд — это также и выбор, как поступить в этой ситуации по страшному суду. Возможно, здесь от вас требуется какое-то важное решение, которое повлияет на дальнейший ход вашей жизни, ваших событий в жизни. Поэтому здесь может быть что-то действительно такое очень важное. Вместе с тройкой жезлов вы смотрите в перспективу, рассматриваете какие-то ваши варианты. И здесь такой важный переход к активному будущему. То есть вы здесь, может быть, даже получаете уже какие-то первые результаты от того, что вы сделали. Прошлые усилия, то есть страшный суд, как будто получаете как результат ваших трудов, как получаете урожай или получаете по заслугам что-то, и выходите на новый уровень, расширяете свои горизонты после вот этого вот важного этапа, который вы проходите, и движетесь дальше, потому что вот она смотрит здесь вдаль, ищет и ждет подходящего момента для дальнейших действий по тройке жезлов. То есть вы здесь можете действительно принять какое-то судьбоносное решение, важное решение, потому что вы подвели итоги, вы разобрались в том, что для вас важно, какие-то масштабные планы видите, какую-то хорошую далекую перспективу, к которой вы хотите идти, и по тройке жезлов вы готовы к этой вершине стремиться во что бы то ни стало, даже если вам что-то будет мешать или какие-то препятствия на вашем пути будут возникать, то есть вы готовы реализовывать эту вашу задумку. Может быть, вы готовы во что-то инвестировать, да, свои силы, время, деньги, неважно. Возможно, вы здесь готовы совместно с другими людьми что-то планировать, как будто вместе с ними что-то делать, какие-то перемены, в которых участвуют другие люди, потому что тройка жезлов — это несколько людей, это даже не два, это вот как компания людей, которые согласны здесь помогать друг другу в достижении этой цели. Может быть, даже здесь речь о какой-то поездке, на которую вы смотрите, планируете какое-то путешествие, и оно поменяет вашу жизнь кардинально или позволит вам какой-то прорыв сделать долгожданный, которого вы ждали, как вот эта волна, которую она ожидает. Но в целом вы здесь очень четко видите свой дальнейший путь и готовы этот шаг вперед сделать, даже если все с ног на голову перевернется. И карта семерка кубков, которая здесь у вас есть, она тоже в принципе говорит о выборе. Она говорит о том, что есть много вариантов, есть много возможностей, но она у вас выпадает с картой мага. И карта маг — карта, которая говорит о том, что вы здесь полны сил, полны энергии, вы здесь готовы действовать, потому что у вас достаточно для выполнения задумки своей ресурсов. То есть вы готовы воплощать какие-то идеи, может быть, творческие иллюзии, потому что семерка кубков — это творчество. По магу готовность идею воплощать в жизнь, во что-то реальное. Но также здесь может быть ситуация по магу. Маг — это волшебник, это такой чародей. И семерка кубков здесь может быть ситуация, где кто-то блестяще манипулирует. Может быть, вы, может быть, кто-то вами пытается манипулировать. Здесь нет карты дьявола, которая бы, дополняя вот эту вот компанию, говорила о том, что вами кто-то манипулирует, да, и нужно быть осторожнее. Но здесь может быть действительно какая-то манипуляция, или вы обманываетесь в каком-то своем видении, и выбирая из множества вариантов, можете ошибиться, потому что кто-то вас может обмануть, потому что
да, можете запутаться в этих фантазиях или в каком-то обмане, который создается вот этим магом, соответственно, как мираж такой, который делается перед вами, или какое-то мошенничество. Но вот в целом, если мы говорим о выборе пути, то вы по магу принимаете решение, и из множества туманных вариантов вы выбираете тот, который вы хотите дальше реализовывать, то есть начинать идти по этому пути. Возможно, вы здесь сами попыткой вот где-то использовать обаяние, какие-то красивые слова, там, влиять на других людей, хотите таким образом манипуляцией добиться каких-то результатов важных для вас. А может быть, для кого-то просто здесь генерация творческих идей происходит, и по магу желание их воплотить. Следующая девятка пентаклей, которая есть у вас на воскресенье, вместе с картой колесницы здесь выпадает. И в целом, да, девятка пентаклей, которая говорит об успехе как таковом, успехе в вашем труде, в вашей работе, в том, чем вы занимаетесь, о возможности по девятке пентаклей радоваться уже тем результатам, которые у вас есть благодаря вашей работе настойчивой, благодаря тому, что вы, не покладая рук, над чем-то трудились, работали. И здесь с колесницей также может быть еще и как заслуженная независимость, материальная независимость, может быть триумф благодаря личным усилиям, да? Или какое-то успешное движение к цели, которая позволит вам почувствовать независимость. Может быть, успешная работа, которую вы здесь выполняете, или вы едете куда-то, встречаетесь с другими людьми и чувствуете себя как будто бы вот в своем круге людей, которые по уровню там, достатка, ментального какого-то восприятия, они соответствуют вам. Соответственно, вы себя чувствуете очень комфортно. Для кого-то, может быть, и командировка здесь, а для кого-то какой-то прорыв в работе, возможно, который приносит деньги отличные. Для кого-то здесь покупка автомобиля, может быть, тоже как вариант. То есть что-то как вкладываетесь в что-то связанное с машиной. Но в целом вы здесь уверены в своих силах, вы уверены в своих возможностях. И вот эта энергия победителя здесь у вас присутствует. То есть вы готовы здесь побеждать в воскресенье. Может быть, вы с кем-то здесь путешествуете и в целом испытываете гармонию от общения, опять-таки, с теми людьми, которые вокруг вас здесь находятся. Карта хорошая. Карта знака Рак. Может быть, касается это как-то человека знака Рак. Следующая карта — это совет от этого оракула, соответственно, для вас. Здесь карта помидорки такие показывает и говорит о любви, да? Любовь. Помидоры. Интересно, почему же у вас выпала именно такая карта, почему такая карта выпала у близнецов? Можно говорить о том, что да, для вас важна здесь любовь и поддержка близких, для вас важно участие вашей там второй половинки вашей жизни, потому что, как будто бы вам важно о чем-то договариваться, важно чувствовать поддержку, внимание со стороны там людей, которые рядом с вами находятся. Но ключевое значение здесь любовь. То есть здесь призыв этой карты, этого аркана, это открыть сердце для любви, в принципе, близким, окружающим. Возможно, здесь речь о том, что вам нужно будет какие-то свои жизненные силы выровнять. Возможно, здесь речь о том, что к вам приходит внутренняя гармония. Может быть, здесь улучшается материальное благополучие ваше. И в любом случае здесь какие-то хорошие перемены происходят. Опять-таки, благодаря тому, что по карте, которая здесь представлена, любовь у вас может быть хороший момент для того, чтобы наладить какое-то честное общение с вашей семьей или близкими, или с вашим партнером, да, или с вашими друзьями. То есть вот она, карта любовь. Здесь почувствовать эту любовь, эту поддержку, какую-то плодотворность в этих отношениях. Соответственно, по карте любовь. Такие спелые здесь красные помидоры, да. То есть в целом карта очень-очень такая позитивная у вас выпадает, близнецы. С этим я вас поздравляю. Всем желаю всего самого-самого наилучшего. Берегите себя и до скорого.